Каждый садовод мечтает о том, чтобы его сад был красив весь сезон, и не только на солнечных участках, но и в тенистых местах. Надо признать, что ассортимент цветущих растений для тени, способных удивить красивой листвой и цветением, не так уж велик. Все мы уже привыкли к таким ярким представителям тенистого сада, как хосты, медуницы, гейхеры, папоротники и брунеры. Они, безусловно, хороши и останутся в наших садах навсегда. Но все же хочется разнообразить теневой цветник какими-то необычными и редкими растениями. Многие садоводы знакомы с таким многолетником тенистых участков, как горянка. В последнее время в продаже все чаще стали появляться ее новые уникальные сорта с красивой декоративной листвой. За свою неприхотливость, высокую зимостойкость и способность расти там, где другим растениям вообще не место, эффектную листву и необычные причудливые цветы, горянки сейчас находятся чуть ли не на самом пике садовой моды. Это симпатичное растение относится к травянистым многолетникам семейства барбарисовые. Никаких сложностей в уходе она не создаст. Выращивать горянку смогут даже неопытные садоводы. Одной из особенностей этого многолетника является то, что его листья расположены плотно друг к другу, за счет чего посадки горянки выглядят всегда привлекательно. Декоративные виды этого растения способны удивить своими очаровательными цветами и красивой листвой. Но среди всего поступающего в продажу ассортимента хочется отметить новый сорт, который называется Pink Champagne. У него привлекательная удлиненная листва темно-зеленого цвета с яркими фиолето-бордовыми пятнами. Необычные розовые цветы с малиновой сердцевиной, словно сказочные эльфы, покачиваются на тонких соцветиях при каждом дуновении ветра. Горянка Pink Champagne цветет в апреле-мае. Высота ее кустиков до 40-50 см. Этот сорт хорошо зимует в 5-й климатической зоне и в зиму так и уходит с яркой листвой. Это растение выдерживает без укрытия морозы до минус 29 градусов. Если вы решите украсить свой тенистый сад горянками, советую обратить внимание на крупноцветковые гибриды. Очень красиво в тени будет смотреться горянка White Queen, что в переводе означает «белая королева». Этот многолетник выделяется своей декоративной стреловидной листвой, розовеющей весной и крупными белыми цветками. White Queen – это позднецветущий сорт, который цветет в мае-июне. Кстати, горянка относится к лечебным растениям. Спектр ее полезных свойств достаточно широкий. Этот многолетник благотворно влияет на мужской организм, за что в народе его еще прозвали зеленой виагрой. В тени будет не только отлично расти, но и красиво цвести увулярия крупноцветковая. Это неприхотливый и морозостойкий многолетник с интересными крупными листьями и ярко-желтыми поникающими цветами. Вид этого растения способен освежить и украсить любой теневой уголок. Его куртины из светло-зеленой сочной листвы и красивых цветов создадут яркие солнечные пятна в саду и будут как бы подсвечивать тенистые участки. Увулярия пока еще редко встречается в наших частных садах, особенно на территории средней полосы. Но иметь такое растение очень выгодно, ведь оно сможет отлично расти даже под плотными кронами деревьев и при этом еще и красиво цвести. Увулярия образуют плотные густые кусты высотой до 50 см. Ее крупные поникающие колокольчики распускаются в мае. Это гостья родом из Северной Америки и в средней полосе зимует без проблем. Ее яркие желтые цветы в сочетании с сочной зеленой листвой будут красивым светлым акцентом на любом тенистом участке. В компании к увулярии можно высадить эффектный пупочник каппадокийский. Меня часто спрашивают, какие непритязательные к уходу цветы в сине-голубой гамме вы посоветуете. Так вот, пупочник относится к неприхотливым травянистым многолетникам, который цветет с апреля по май очаровательными голубыми с белой каймой цветочками. Очень необычный по яркости и обилию мелких цветков сорт Starry Eyes. Он вырастает в высоту до 20-30 см. Красиво выглядит не только во время цветения. У пупочника декоративная, удлиненная изумрудного цвета листва, которая сохраняется до мороза. Сорт Starry Eyes
разрастается в виде красивой и густой куртины и декоративен с апреля по ноябрь. Единственное, что в холодных регионах с суровыми и малоснежными зимами посадки этого многолетника необходимо укрывать высоким слоем опавшей листвы. Этот яркий почвопокровник также не терпит кислой реакции почвы и застоя влаги, особенно в холодный период. Перед его посадкой в посадочную яму необходимо добавить дренаж и немного гашеной извести. Пупочник способен расти как в тени, так и на открытых и хорошо освещенных участках. С помощью этого яркого почвопокровника можно вырастить эффектные коврики, покрытые голубыми цветами. Друзья, подскажите, какие интересные и, возможно, редкие растения вы можете предложить для посадки в тенистых садах? Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. На тенистых участках можно высадить астильбу. Этот теневыносливый многолетник поражает не только своим ярким цветением, но и декоративной листвой. Очень эффектно смотрятся выразительные пурпурные листья астильбы Color Flash. Этот сорт отлично выдерживает тень и даже в таких условиях способен радовать цветением и своей яркой ажурной кроной. Данный сорт отличается от прочих не только своей выразительностью. Его листья меняют свою яркую цветовую гамму в течение всего сезона. Весной листья темно-зеленые, потом приобретают желтые оттенки и со временем постепенно краснеют. В июле на фоне его красочной листвы распускаются светло-розовые метелки. Пушистые соцветия составляют длину 18-20 см. Астильба Color Flash вырастает в высоту от 50 до 70 см. Еще хочу обратить ваше внимание на такое интересное растение, как василисник. Этот неприхотливый многолетник часто высаживают в тенистых местах, у стен построек, вдоль заборов или на заднем плане цветников. Он непритязателен в уходе и декоративно выглядит за счет своей листвы и ярких пушистых соцветий. Многие садоводы знают его как высокорослый травянистый кустарник, и далеко не все в курсе, что среди этого растения есть весьма интересный карликовый вид – василисник киуски, который родом из Японии и Кореи. Его еще называют василисник кюсю. Высота карликового василисника всего от 10 максимум до 25 см. Этот многолетник неплохо будет себя чувствовать как на светлых участках, так и под тенистой кроной деревьев. Его кустики хорошо разрастаются в виде ярких пышных ковриков. У данного василисника красивая ажурная листва с выраженным красноватым оттенком и чем-то схожая с аквилегией. Соцветия нежные, пушистые, красивых лиловых оттенков. Цветет данный вид обильно и достаточно долго, с середины июня по август. Уверена, что все вышеперечисленные многолетники способны существенно разнообразить и украсить любой тенистый цветник. Возможно, среди зрителей найдутся опытные садоводы, знакомые с еще более интересными теневыносливыми растениями. Буду благодарна, если вы поделитесь своими знаниями в комментариях. А если для вас это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.